Многие спортсмены приезжают в Америку и хотят здесь остаться. Но как остаться? Как получить им грин-карту? И один из способов — это EB-1 грин-карта. Ее называют виза талантов, но нужны ли там действительно таланты? И как спортсмену получить EB-1 карту, мы решили спросить у лицензированного иммиграционного адвоката, у Татьяны Арестовой. Добрый день, Татьяна. Добрый день, Данил. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Насколько вообще спортсменам подходит EB-1 грин-карта? EB-1 грин-карта как раз-таки очень хорошо подходит для спортсменов, поскольку многие требования заточены под спорт. Но, с другой стороны, у спортсменов есть достаточно уникальные, характерные именно для спортсменов проблемы и трудности при оформлении такой визы. Но для начала хочу только сказать, что визу эту можно получить не только если человек приехал в Соединенные Штаты и остался, а ее также можно получить и из-за рубежа. То есть, находясь за рубежом, можно подать документы на EB-1, то есть на иммиграционную визу, и получить эту иммиграционную визу для въезда в Америку по статусу постоянного резидента. Итак, требования, которые предъявляются для претендентов на EB-1, как ее совершенно неправильно называют, визу талантов, правильно ее называть визой достижений, такие же, в общем-то, как и для других специальностей, для представителей других специальностей. Человек должен закрыть как минимум 3 из 10 критериев, которые применяются к данному типу визы, и человек должен показать, что он является одним из лучших в своей области, что он имеет длительный и постоянный успех в своей области. То есть каждое требование, каждое утверждение, каждый документ в итоге должен рисовать такую большую картину, показывающую, что человек является одним из лучших в своей области. Это общая тема данной петиции, поэтому прежде всего заявителям стоит посмотреть не только на таланты, но и на достижения, и понять, насколько им стоит вообще задумываться на эту тему, насколько они могут претендовать на то, что они входят в число лучших на вершине, как написано в законе, своей области. Как показать и как доказать то, что у них есть этот самый длительный и постоянный успех? Длительный и постоянный успех обычно доказывается уже после того, как определено, что человек закрыл как минимум 3 критерия. О критериях мы сейчас поговорим. Тем не менее, длительный и постоянный успех – это прежде всего высокий уровень достижений, а также этот уровень должен иметь какую-то продолжительность по времени. Иногда бывает, что человек, например, выиграл какое-то одно очень значительное соревнование, например, уровня Олимпийских игр. И в этом случае одна такая победа, она уже может квалифицировать человека на грин-карту. Но если такой победы, такого уровня у человека нет, то нужно показывать успех во времени, то есть не сразу непосредственно перед подачей петиции, но и на протяжении какого-то срока. Какого срока, это решает офицер. Офицер может признать срок достаточным или недостаточным, но здесь дело не только в сроке, дело именно в совокупности. То есть успех должен быть многогранным, он должен проявляться в признании широком. Это тоже входит в понятие именно постоянного успеха, или по-английски sustained acclaim. То есть что не только один какой-то орган или одно какое-то издание или один какой-то человек считает заявителя выдающимся. Нужно показывать широту признания данного человека и показывать, что многочисленные, различные, уважаемые источники, авторитеты в данной области считают и подтверждают, что человек является действительно выдающимся специалистом в своей области. И прежде всего, прежде чем мы перейдем к критериям, уникальный такой челлендж для спортсменов состоит в том, что довольно часто спортсмены делают что-то, выходящее за рамки именно того, чтобы быть спортсменом. Например, работают тренерами, кого-то тренируют. И здесь происходит очень часто такой диссонанс между желанием человека кого-то тренировать, например, в Соединенных Штатах, и его прошлой карьерой как спортсмена. Очень часто иммиграционная служба заявляет, что выдающийся спортсмен совершенно не обязательно выдающийся тренер,
А очень важные компоненты этих заявок – это планы человека на будущее, планы того, как он будет приносить пользу Соединенным Штатам. И вот здесь вот важно ссылаться грамотно на существующие прецеденты, на требования, которые, в общем-то, были определены в ходе рассмотрения этих прецедентов. И важно показывать, что спортивная карьера человека как бы готовила его к тому, чтобы работать тренером, и что человек в результате своих выдающихся спортивных достижений имеет все основания быть выдающимся тренером. Если это не показано, то иммиграционная служба может заявить, что вот ваши планы быть тренером, кого-то тренировать, основаны на немного другой области, смежной, но другой, чем ваша область спорта. И тогда, опять же, спортсмену может быть отказано, поскольку он претендует на деятельность, на работу, не являющуюся областью его именно выдающихся способностей. Трудно понять это все, но вот логика офицера именно такая иногда бывает, и важно грамотно с этим спорить. Есть 10 критериев в законе, и в спорте, ну, наверное, органически один из самых популярных критериев – это награды. Но вы уже упомянули, да, если у человека есть олимпийская награда, то это прямой путь к грин-карте. Но далеко не у всех спортсменов есть олимпийские награды. Есть у кого-то городские, у кого-то на уровне страны выигранные соревнования. Вы можете раскрыть более подробно, какие награды подходят и как правильно подать этот критерий? Да, безусловно. Награды, как мы уже упоминали, должны быть такого уровня, чтобы он свидетельствовал о выдающемся статусе, выдающейся репутации данного спортсмена в данной области. Итак, награды, например, городские или районные, наверняка не являются наградами такого уровня. Поэтому важно говорить именно о наградах национального масштаба. Чемпионат страны – это, я бы сказала, вот по моему опыту, минимальный уровень, с которого стоит начинать. Если наград такого уровня у человека нет, то его шансы невелики на то, чтобы награды именно ему засчитали. Значит, поэтому чемпионат страны, чемпионат Европы, чемпионат Азии, мировые награды, чемпионат мира, да, безусловно, это награды, которые учитываются в данном случае. Также международные турниры с репутацией. Очень важно показывать репутацию данных соревнований. Миграционная служба очень часто требует подтверждений, во-первых, репутации соревнований. Что пишут в газетах об этих соревнованиях? Может быть, не в тот год, в который вы участвовали, в какой-то другой, но найдите какие-то статьи, что пишут про эти соревнования, кто является организаторами этих соревнований, другие участники и победители этих соревнований, что стало с ними, не стали ли они олимпийскими чемпионами. Вся эта информация очень полезна, информация о судьях, информация о правилах проведения соревнований. Вот вся эта информация очень полезна для того, чтобы доказать значимость соревнований, доказать значимость ваших побед. Еще один критерий, который в спорте очень популярный, это судейство, оценка других. Спортсмен, он может и участвовать в соревнованиях, и если у него есть квалификация, то он может судить. Вы могли бы рассказать более подробно, какие, может быть, соревнования подходят, где оценивают других спортсменов, какие не подходят, может быть, привести какие-то примеры? Да, безусловно. Вот судейство – это один из критериев, которые многие спортсмены, к сожалению, удовлетворить не могут, потому что не все спортсмены, особенно будучи активными спортсменами, могут получить необходимые квалификации для того, чтобы быть судьей. Важно, естественно, чтобы если вы получили соответствующую квалификацию и смогли посудить какие-то соревнования, важно, чтобы эти соревнования тоже имели репутацию. Важно предоставить информацию о других судьях, важно предоставить информацию о тех, кто участвует в этих соревнованиях. Кстати, вот очень важный момент, который мы не упомянули, когда говорили о соревнованиях, это юниорские соревнования. Иммиграционная служба традиционно не любит признавать юниорские соревнования, заявляя, что очень ограничен состав участников, ограничен по возрасту. Ну, здесь можно спорить разными способами, тем не менее, как правило, иммиграционная служба не любит принимать такие соревнования. Значит, это же касается и судейства. Если вы судите не профессионалов, если вы судите детей, людей, которые не набрали достаточно уровня, то часто такое судейство не может быть свидетельством вашего выдающегося статуса в вашей области.
Поэтому, опять же, очень важно набрать необходимые квалификации и принять участие в судействе на достойном уровне. Если это не запрещено правилами вашего спорта, если это возможно, то советуем заявителям рассмотреть такую возможность, прежде чем вы будете подавать документы на EB1, поскольку это важный критерий. Критерий, я бы сказала, достаточно конкретный, не очень субъективный, который можно доказать с большой надежностью, если вы предоставляете серьезные документы. Но, опять же, все нужно делать по правилам и судить те соревнования, которые, еще раз повторюсь, подтверждают ваш выдающийся статус. Вы сказали про субъективные критерии. Один из критериев, с которым часто возникают сложности, это вклад в отрасль. Вот какой может быть вклад в сферу, в индустрию, в спорте? Что должен человек сделать и как он должен это преподнести, чтобы закрыть данный критерий? Вклад достаточно может быть разнообразным. Дело в том, что очень многие заявители из самых разных областей понимают такой термин, как вклад, неправильно. Человеку кажется, что, например, я был организатором каких-то соревнований, или я создал какую-то команду, и вот это вот мой вклад. К сожалению, это обычно вкладом не признается. Вклад – это не деяние какое-то, а это какой-то способ, метод, какая-то инновация. Хорошим примером вклада является рекорд. Если человек поставил рекорд, то он, безусловно, внес вклад, поскольку он показал человечеству, что вот такое возможно. Возможно, человек разработал какой-то прием. Возможно, он первый сделал какое-то движение, какой-то прыжок, переворот, четверной тулуп и так далее. То есть показал, опять же, человечеству, что это возможно. Естественно, что не во всех видах спорта такое возможно, но, тем не менее, довольно часто, если человек действительно добивается выдающихся достижений, он обычно добивается это не только за счет того, что он просто тщательно выполняет все указания, а он что-то свое просто привносит вот в то, что он делает. И поэтому очень важно разобраться, есть ли что-то, чему другие могут у него поучиться. Это первая часть. А вторая часть, это, собственно говоря, должно быть явлено миру, то есть представлено. Если это нигде не описано, ни в каких публикациях о вас, ни в каких рекомендательных письмах, то вряд ли это можно считать вкладом, если никто не обратил на это внимания и не пошел за вами по вашим стопам. Поэтому очень важно, опять же, показать, что данный вклад является не просто оригинальным, не просто человек является автором этого вклада, но важно показать, что этот вклад имел большое значение, или по-английски major significance. Очень важно показать, что этот вклад используется, применяется, люди находят ваш вклад важным, а уж если у вас каким-то образом получилось установить свое авторское право или запатентовать что-то, относящееся к вашему виду спорта, может быть, тренажер какой-то, может быть, вещь какая-то еще, которая используется для тренировок. Это вот действительно свидетельство вклада, если все это пользуется спросом, используется другими, идет в массы и улучшает вашу область. Вы сказали про рекомендательные письма. Если чуть-чуть временно отойти от 10 критериев, вы могли бы сказать, какие рекомендательные письма подходят для того, чтобы собрать кейс EB1 именно в спорте? Требуются ли письма от тренеров, от судей в соревнованиях? Может быть, подходит от подопечных, если человек тренировал сам, и этот подопечный стал каким-то известным спортсменом. Можете рассказать больше про рекомендательные письма? Да, безусловно. Рекомендательные письма, в общем-то, можно разделить на две такие большие группы. Это письма, подтверждающие факты и события, а также могут быть письма оценочные. Иногда письма могут комбинировать в себе вот эти вот два аспекта. Поэтому, безусловно, письма, которые подтверждают какие-то факты, они должны происходить от свидетелей. Если спортсмен, например, занимался с вами, может быть, был вашим спарринг-партнером, он может, безусловно, написать о том, как вы ему помогли выиграть эту олимпийскую медаль в силу того, что он тренировался вместе с вами, например, борьба, да, вот человек выиграл, но вот в процессе подготовки вы были его как бы вот спарринг-партнером в этом деле и так далее. То есть это свидетельские, можно сказать, показания, в которых человек описывает вашу роль. Также для других каких-то критериев важны могут быть фактические показания.
Также могут быть оценочные письма, которые подтверждают значение и выражают мнение человека как эксперта, который, например, подтверждает, что данное соревнование является очень важным соревнованием. Он, может быть, и не видел вас лично на этом соревновании, но он, являясь экспертом в спорте, может прокомментировать значимость, значение данного события в данном спорте. Также часто бывает полезно предоставить письма о значимости, например, средств массовой информации, в которых о вас пишут. Мы сейчас перейдем, я думаю, к этому критерию. То есть рекомендательные письма бывают самые разные, и для критерия вклада, о котором мы только что говорили, безусловно, письма, подтверждающие, во-первых, наличие вклада, во-вторых, его значение, применение вашего метода или подхода. Вот это все очень важно описывать в рекомендательных письмах. Очень важно описывать, собственно говоря, кто пишет эти письма, почему они их пишут, на какую экспертизу опирается пишущий, приводить CV или краткую биографию того, кто пишет это письмо. Это все очень важные компоненты, поэтому письма нужно составлять, во-первых, грамотно, а во-вторых, так, чтобы они не подрывали ваш кейс, а наоборот укрепляли его. Я хочу напомнить, что это видео не является юридическим советом. Оно записывается в информационных, в образовательных целях. Прежде чем делать любые действия, связанные с вашей визой, грин-картой и любые юридические дальнейшие действия, обязательно проконсультируйтесь с лицензированным адвокатом. Татьяна Арестова является лицензированным адвокатом. Лицензия с 2000 года в 2 штатах. Огромный опыт по работе с картами, с грин-картами EB1, а также и с другими визами. И одобрено несколько тысяч грин-карт и виз под руководством Татьяны. Да, спасибо за это представление. Мы работаем по всей территории Соединенных Штатов, поскольку иммиграционное право является федеральным. Много работаем со спортсменами, да, безусловно, обращайтесь. Да, если есть вопросы, то здесь задавайте в комментариях. Если хотите обратиться к Татьяне, то там внизу по ссылке будет сайт Татьяны Арестовой. Можете перейти, задать вопросы напрямую. И переходите к нам в Telegram-чат. Там мы тоже общаемся, Татьяна отвечает на вопросы. Иногда требуется вникнуть в ситуацию и перейти уже в консультацию. Я Данил Тонкопий, я основатель компании VisaNow.ai. Мы помогаем собрать и подготовить документы на визы и грин-карты. Но наш сервис не предназначен для самостоятельной подачи. Мы помогаем подготовить черновики для того, чтобы дальше вы уже передали это лицензированному юристу. Следующий критерий, о котором мы уже сегодня говорили, это публикации в профессиональных и крупных медиа. Вы могли бы привести примеры и рассказать больше о том, как публикации помогают в получении грин-карты EB1? Да, безусловно. Итак, публикации о заявителе должны быть либо в ведущих средствах массовой информации, major media, или они должны быть в профессиональных средствах массовой информации, то есть посвященных спорту. Итак, очень важно, чтобы заявитель, опять же, имел возможность продемонстрировать свое значение в данном спорте с помощью публикации. Это критерий, который действительно очень важен при подаче документов в разных областях, связанных со спортом. И так очень важно, чтобы было некоторое количество публикаций, возможно, интервью, возможно, какой-то рассказ о вас. И здесь важно обратить внимание, что часто приходят спортсмены и говорят, что вот мои результаты моих соревнований, они есть на интернете. Действительно, на сайтах разнообразных спортивных часто вывешиваются результаты соревнований. Или видео, например, как боя или выступления, может быть, в YouTube. Это, безусловно, хорошее подтверждение того, что человек говорит правду, что он действительно выиграл данное соревнование, в нем участвовал и так далее. Но важно помнить о том, что офицер не может пойти по ссылке, посмотреть на видео и сказать: «О, он классный спортсмен». Офицер не имеет достаточной квалификации, он не судья, он не может оценивать, насколько хорошо или плохо вы выступаете в вашем спорте. Поэтому само по себе наличие этих упоминаний недостаточно. Это не является доказательством того, что есть публикации о вас. Если есть комментарии, если есть описание, если есть какой-то рассказ о том, как именно вы участвовали в этом соревновании, что, может быть, ваша победа является большим сюрпризом, потому что вы победили ранее очень сильного спортсмена, звезду и прочее. Это уже можно считать публикацией о вас.
Но опять же очень важно, чтобы в публикациях, это требование миграционной службы, которое позволяет отсеивать какие-то неподходящие публикации, должно быть имя, фамилия журналиста. В публикации должна быть редколлегия. Поэтому и должна быть дата публикации, естественно. Дата, место, редколлегия. Вот это все должно присутствовать. Если этого нет, то тогда публикация может быть не засчитана. Поэтому обращайте внимание на ваши публикации. Если там нет этих компонентов, будьте готовы к тому, что публикация этой может оказаться недостаточной. Поэтому, опять же, спортсмены, участвующие в различных соревнованиях, если вы видите журналиста, который хочет взять у вас интервью, не отказывайтесь. Если журналист хочет написать о вас очерк, опять же, не отказывайтесь. Это все может в итоге быть полезным для того, чтобы подавать эти документы, поэтому пользуйтесь такими возможностями. А есть еще один критерий, связанный с публикациями. Это авторские статьи, scholarly articles. Часто ли спортсмены подают именно этот критерий? И если да, то как правильно его преподнести и оформить? Ну, скажем так, написание научных статей, как правило, не является тем, чем спортсмены обычно занимаются. Поэтому, если вдруг действительно так произошло, что спортсмен написал статью, то, как правило, это связано с тем, что человек, возможно, обучается, например, в аспирантуре, обучается в физкультурном институте. Возможно, человек делает какую-то работу, которая, в общем-то, уже не совсем связана с тем, что он является спортсменом. То есть для тренера это более частая вещь. Тренер действительно довольно часто работает, например, в университете, может заниматься каким-то ресерчем и может что-то опубликовать. Но, скажем так, если человек вдруг действующий спортсмен и пишет статьи, которые, не очень соответствуют этому образу, то это может даже вызвать подозрение со стороны иммиграционного офицера. И довольно часто обращаются люди с таким вопросом: а мне посоветовали, что я должен что-то опубликовать, какую-то статью, что я могу закрыть критерий таким образом. Если это не органично, если это вам не свойственно, если не свойственно вашей работе, то не стоит делать какие-то такие надуманные шаги. Это не вызовет у офицера доверия. Это, я бы даже сказала, с большей вероятностью вызовет больше вопросов, недоверия и подозрения, чем принесет вам пользу. Следующий критерий для EB1– это членство в профессиональных организациях, куда принимают за заслуги. Правильно ли я понимаю, что для спорта это как раз очень подходит? И вы могли бы прокомментировать, подходит ли, если человек является членом ассоциации, к примеру, пауэрлифтинга США, или там кроссфит, или стал судьей и сдал какие-то экзамены, если является амбассадором какого-то бренда, например, крупная компания-производитель одежды или спортивного питания, пригласила этого человека стать лицом компании. Подходит ли это для закрытия критерия членства в ассоциациях на EB1? Да, спасибо за этот вопрос. Очень часто люди неправильно понимают этот критерий именно членства, поскольку формулируется критерий следующим образом: это членство в организациях или ассоциациях, которые требуют именно выдающихся достижений для приема, для вступления. Довольно часто люди, записавшись или просто являясь членом спортивной федерации, говорят, что да, конечно, у меня есть членство в этой федерации. Но дело в том, что членство, например, в федерации пауэрлифтинга или еще в какой-то подобной спортивной федерации, даже тренерский уровень членства в этой или подобной такой ассоциации не является доказательством выдающихся достижений, потому что эти выдающиеся достижения не являются непременным требованием для приема человека в ряды этой организации. Поэтому здесь как раз-таки ответ нет. Прием в члены такой организации вряд ли поможет вам удовлетворить этот критерий. Что может удовлетворить этот критерий? Это, опять же, выбор человека в какой-то зал славы, Hall of Fame, куда действительно вас пригласили, приняли за ваши выдающиеся заслуги. Уровень именно такой оценки, он действительно подтверждает этот критерий.
Если человек был выбран какой-то организацией в качестве, как вот вы сказали, амбассадора, это не всегда свидетельствует, может свидетельствовать, а может нет, не всегда свидетельствует о том, что он является лицом с выдающимися способностями и был приглашен именно за выдающиеся достижения. Потому что очень важное еще требование в этом критерии – это оценка, кто производит оценку заявителей на членство в данную организацию. И оценку должны производить тоже признанные эксперты в данной области. Поэтому если вы аргументированно показываете, что вот выбор вас как амбассадора был произведен именно экспертами не просто в медийном поле, а именно в вашей области спорта, то осталась сущая ерунда, осталось доказать, что это организация или ассоциация. И вот тут вот вряд ли существует организация или ассоциация амбассадоров, то есть, опять же, чиновник может зайти с этой стороны и сказать, что вот именно для этого критерия это достижение не подходит. Но есть хорошие новости, такого рода достижение может показать славу человека и то, что называется acclaim, и показать его известность. Поэтому для закрытия вот именно этого критерия, возможно, вот такое карьерное достижение пригодится. Поэтому если, опять же, есть возможность для спортсменов стать амбассадором какого-то бренда, да, это помогает, и престижность бренда в данном случае это плюс, поскольку это может стать прямым или непрямым доказательством значимости и известности спортсмена, в том числе и в своей области. А как доказать критерий ключевая или лидирующая роль в уважаемой организации для спортсменов, которые подают на EB1? Что это значит и что подходит? Сборная, если он был членом какой-то сборной, допустим, раньше, может быть, какие-то другие организации? Ну, прежде всего, данный критерий требует именно лидирующей или критически важной роли. То есть, если, например, человек организовал свою спортивную школу, и эта спортивная школа действительно производит чемпионов, воспитанники добиваются выдающихся спортивных успехов, да, безусловно, можно использовать это достижение. Значит, важно показать, во-первых, репутацию той организации, в которой вы работали или которую вы возглавляли. Дальше важно показать, что ваша роль была либо критически важной, либо лидирующий, то есть вы либо были организатором, лидером, начальником, либо вы были ключевым специалистом. Если человек, например, возглавляет кафедру спортивную в университете, является тренером национальной сборной и так далее, то есть вот такого рода посты, они хорошо подходят под данный критерий. Если человек был капитаном команды, то в некоторых случаях можно показать, что это была ключевая лидирующая роль в данной команде. Это не всегда засчитывается, поскольку команда не всегда является организацией, а там важно, чтобы это была именно организация с позитивной репутацией. Вот. Но если, например, команда ассоциирована со спортивным клубом, то есть фактически клуб и есть команда, команда и есть клуб, то тогда можно показать, что вот это все-таки организация или ассоциация. То есть, как мы видим, чиновник, он, в общем-то, обычно буквоед, заходит с разных сторон, постоянно выцепляет какие-то слова, которые написаны именно вот в названии критерия, и требует доказательства каждого из этих слов. Поэтому вот не получается сказать, что вот я был вот важным человеком в этом начинании, и, следовательно, критерий нужно мне закрыть. Нужно показывать соответствие каждому аспекту, отраженному в данном критерии. А есть критерий участия в выставках и шоу-кейсы. Бывает ли такое, что спортсмены оформляют данный критерий на свою EB1 грин-карту? Бывает всякое. Дело в том, что этот критерий традиционно где-то до января, надо сказать, 2025 года использовался в основном и признавался иммиграционной службой в основном для людей, занимающихся визуальными искусствами, художники, фотографы и так далее. Значит, далее было выдано разъяснение, что поскольку выставки и showcases относятся не только к визуальным искусствам, то можно более широко трактовать этот критерий.
Поэтому представление искусства на разнообразных фестивалях, других еще событиях, где человек, может быть, не обязательно соревнуется, но представляет свое мастерство и творчество, вот здесь человек может требовать закрытия этого критерия от иммиграционной службы. Важно показывать престижность данного начинания, публикаций, может быть, телевизионные шоу и танцы со звездами. И выступления, опять же, где-то, где вы показываете себя, но не обязательно получаете приз. Все это вот может закрыть вот этот раздел. И здесь, опять же, очень важно показать, каким образом данное событие действительно подтверждает ваше мастерство спортивное и показывает, что вы один из лучших в своей области. Остался последний критерий – это высокая зарплата. Как правильно оформить данный критерий в спорте? Данный критерий оформляется в спорте, в общем-то, примерно так же, как и в других областях. Важно прежде всего предоставить финансовую документацию, подтверждающую получение данного уровня дохода. Далее нужно делать грамотный анализ, статистический анализ, показывающий, что действительно вы по сравнению с другими спортсменами такого же уровня или тренерами такого же уровня получили высокую зарплату или высокий доход. Если вы получили высокий гонорар за какое-то соревнование, то тоже можно предоставить тому доказательства, сделать оценку, сделать анализ. Но опять же важно показывать, что вот такой гонорар, он редкий, что он позиционирует вас именно вот в каком-то самом высоком сегменте в данном спорте. Нужно делать экономически обоснованные заключения, что очень важно. Важно сравнивать вас, с одной стороны, с спортсменами в той стране, в которой вы проживаете, вот, или сравнивать со спортсменами в том соревновании, в котором вы участвуете. И вот эта вот сетка гонораров, она тоже должна служить, в общем-то, той же самой цели, что и все остальные критерии. Нужно показать, что вы один из лучших. Поэтому если гонорар этого не показывает, то, в общем-то, не стоит пытаться закрыть этот критерий, так как если вы его закрываете неудачно, он может, скажем так, вызвать некую ироничную оценку со стороны офицера, что вот как же такой, в общем-то, небольшой доход вы получили, по его мнению, и, возможно, это как-то умаляет ваши остальные заявления. Поэтому прежде чем опираться на этот критерий, нужно хорошо подумать, действительно ли вы способны его удовлетворить. Уважаемые зрители, более подробно по каждому критерию вы можете посмотреть видео на нашем канале. Мы с Татьяной разбирали каждый отдельный критерий, так что переходите на канал, смотрите видео. Делитесь вашими историями в комментариях. На самом деле, если у вас есть вопросы, если есть чем поделиться, если у вас есть сложности, то пишите в комментариях. Если вам вообще это все актуально, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Как вы уже говорили сегодня, недостаточно закрыть, доказать 3 критерия. После этого офицер переходит к следующей стадии оценки, это Final Merit Determination. Вы могли бы рассказать более подробно, привести примеры, дать какие-то рекомендации, как спортсменам именно доказать данный вид оценки? Часть петиции, я бы сказала. Данная часть петиции оценивается вместе с, прежде всего, частью, связанной с вашими планами. Это тоже очень важная часть. Значит, важно показать, что вы способны применить ваши выдающиеся способности на благо Соединенных Штатов. И важно показать, что если мы, скажем так, балансируем все вместе, то есть берем совокупность этих критериев и смотрим на всю картину целиком, то она рисует картину устойчивого успеха. И вот здесь очень важно, опять же, сделать именно грамотный юридический анализ всех ранее перечисленных достижений, чтобы показать, что действительно картина успеха рисуется стабильная и обещающая пользу Соединенным Штатам в будущем. Поэтому здесь очень важно, во-первых, юридическое обоснование, а во-вторых, очень важно в этом разделе упомянуть все, что, может быть, как-то не вошло в критерий. Ну, например, если к вам обратился за помощью какой-то известный человек в вашем виде спорта, и вы ему помогли, и он представляет вам благодарственное письмо, безусловно, это что-то, что вы можете включить в этот критерий.
Вообще всякие вот, события, мероприятия, которыми вы гордитесь, но которые вот не подходят ни под один из упомянутых выше критериев. Вот это как раз хорошее место опираться на эти факты, их упомянуть. Как вот мы уже упоминали, если вы амбассадор какого-то бренда или, может быть, вас пригласили поработать моделью на какой-то фэшн-бренд. Или еще что-то, что вы можете о себе сказать, что свидетельствует все-таки о вашей известности. Это все идет как раз в этот раздел, упоминается и анализируется в этом разделе. Вы могли бы сказать, какие ошибки чаще всего спортсмены допускают при подготовке своих петиций IB1? Какие самые горькие ошибки, которые могут привести к отказам, и как этих ошибок избежать? Да, безусловно. Но первая, самая главная ошибка — это, не имея достаточного уровня спортивных достижений, подавать документы, думая, что это вот вдруг мне повезет. Это вот какая-то лотерея такая, и вот мне повезет. Это не очень хороший подход к делу, поскольку, во-первых, если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, то подача документов на иммиграционную визу может привести к тому, что вам уже не будут предоставлять виз неиммиграционных, поскольку вы в подаче этих документов выражаете иммиграционное намерение. Поэтому если у вас нет достаточно спортивных достижений, не стоит подавать такие документы. Далее, в Соединенных Штатах у нас сейчас тоже ситуация усложняется, и участились случаи, когда заявителей передают в процедуру депортации, если они подают неудачную заявку. Поэтому очень важно подавать заявку только если вы уверены в своих силах, в своих достижениях. Дальше не стоит подавать какие-то вещи, не свойственные вам, не свойственные спортсменам, как-то искусственно что-то натягивать для кейса. Это вызывает у офицера вопросы и сомнения в том, что все остальные ваши достижения, собственно говоря, заслуживают уважения и доверия. Вот. Это вот самые такие, я бы сказала, обидные ошибки, когда человек идет неправильным путем и подает что-то, что, ну, подавать бы не следовало. Вот, поэтому, естественно, призываем заявителей относиться к своим делам аккуратно и не преувеличивать свои заслуги настолько, чтобы это вызывало какие-то вопросы и сомнения у офицеров. Вот. Ну и еще один очень важный момент, если все ваши заслуги действительно были серьезные, уважаемые заслуги, но остались далеко в прошлом, вот это вот тоже вещь, которую делать не стоит вот в этой ситуации, если вы, ну, в молодости были действительно уважаемым спортсменом, но прошло уже 20 лет, и вы уже ушли из этого спорта, и, в общем-то, им никак не занимаетесь, возможно, подача документов по спорту – это не ваша стезя, и нужно посоветоваться со специалистом и подумать о чем-то другом. С чего вообще стоит начать спортсменам, которые рассматривают этот путь получения грин-карты IB1? Какие правильные первые шаги вы бы порекомендовали? Ну, во-первых, хочу сказать, что если спортсмен досмотрел наше с вами видео до этого момента, то он уже сделал первый правильный шаг. Дальше я советую собрать все документы, которые у вас есть по каждому из критериев, а также те документы, которые, ну, например, ни в один из критериев не вошли, но вам они кажутся важными, и посоветоваться со специалистом, взять консультацию у иммиграционного адвоката, занимающегося серьезно этой темой, для того, чтобы понять, стоит вам подавать документы на ИБ-1 или пойти другим каким-то путем. В общем, стоит взять консультацию грамотного специалиста и решить, насколько этот путь вообще вам подходит. Если подходит, то вперед. И пускай все ваши визы и грин-карты будут одобрены. Спасибо вам, Татьяна, за ваше время и за то, что делитесь своим опытом. Спасибо вам, спасибо зрителям и слушателям. Пока.